Всем привет! Здорово, что вы заглянули на наш канал. Наскальные рисунки изучаются уже около 200 лет, но они до сих пор остаются загадкой. Сегодня в нашем ролике мы погрузимся в мир мистики и будем разгадывать космические тайны наскальных рисунков. Гигантские наскальные рисунки в Америке. Кстати, а вы знаете, что такое петроглифы? Все просто. Так называют наскальные рисунки, оставленные древними людьми еще до того, как возникла письменность. Итак, наше захватывающее путешествие в мир наскальных рисунков, которые хранят множество тайн и загадок, мы начинаем с побережья реки Ориноко. Не так давно в местах, до которых очень трудно добраться, на границе Колумбии и Венесуэлы на побережье реки Ориноко, при помощи дронов археологи обнаружили неизвестные гигантские петроглифы, то есть гигантские наскальные рисунки. Это одни из самых крупных и загадочных петроглифов в мире. Длина реки Ориноко почти 1600 миль. Некоторые участки реки проходят через труднодоступные районы, поэтому исследования длятся долго, и до сих пор еще не все петроглифы изучены. Какие-то наскальные изображения пришлось даже фотографировать с помощью дрона, потому что изображения были настолько огромными, что не помещались ни на одну камеру. В этой местности водится очень много змей, и некоторые из них невероятно большие. Иногда такую змею можно увидеть издалека, если плыть вниз по реке. И вот как раз такие пресмыкающиеся и изображены на склонах гор. Хотя нет, не совсем такие. На одном из наскальных рисунков гигантская змея длиной около 130 футов. Есть изображения и огромнейших амазонских многоножек. До сих пор ученые не могут точно определить, сколько же лет этим петроглифам. Они предполагают, что некоторые созданы приблизительно 2000 лет назад. Наскальные рисунки реки Ориноко все еще заставляют археологов задуматься. Как? Как 2000 лет назад можно было это создать? Рисунок со змеей длиной больше 130 футов. Гигантские наскальные рисунки Ориноко просто поставили археологов в тупик. Наскальные рисунки Африки и Индонезии. А как вы думаете, где находится самый древний петроглиф? В Африке. 73 тысячи лет назад кто-то из первобытных людей в Южной Африке нацарапал на камне отметку куском охры. Что это охра, доказали ученые. Эта отметка чем-то напоминает наш современный хэштег, хотя мне кажется, что это с трудом можно назвать наскальным рисунком. А вот это точно уже наскальный рисунок. Больше 45 тысяч лет назад наши очень-очень древние предки нарисовали в пещере острова Сулавеси в Индонезии огромную свинью в натуральную величину. И получилось у них очень даже похоже. Конечно, индонезийские, а заодно и австралийские археологи заинтересовались этим местом. И чуть позже в той же долине индонезийский археолог залез на дерево, добрался до входа в практически недоступную пещеру и нашел еще один наскальный рисунок. Ученые утверждают, что ему также не меньше 44 тысяч лет. Это наскальный рисунок охоты на буйвола, и рисунок, кстати, очень четкий. Вот это были художники. Тысячи лет, а рисунками все еще можно любоваться, они прекрасно сохранились. Почему же петроглифы, найденные в Индонезии, произвели фурор среди ученых? Дело в том, что наскальная картина с острова Сулавеси изображает не просто какие-то объекты. Это рисунок-рассказ почти 16 футов в ширину, в котором есть движение и развитие. Наши предки-художники проявили фантазию, изображение загадочных существ. И снова вернемся на восток. Наши предки, которые жили на планете тысячи лет назад, оставили там после себя множество необычных посланий, на которых изображали не только свою жизнь, но и удивительных существ. Ученые умы теряются в догадках, о ком же они хотели нам рассказать. Часть ученых считают, что самыми старыми изображениями загадочных существ были петроглифы на горе Хунань в Китае. Говорят, что им 47 тысяч лет. Ученые предполагают, что на этих рисунках изображены контакты человека с богами или с какими-то другими неизвестными существами. Ведь на скале нарисованы фантастические гости, от которых идет свечение, а может быть это аура. Мы в Италии. Здесь есть местечко, которое местные называют Долиной богов. В долине Валь-Камоника тоже есть загадочный наскальный рисунок, которому приблизительно 10 тысяч лет. Обнаружили этот загадочный петроглиф в середине прошлого века.
На нем странный сюжет, очень похожий на сцену или торжественной встречи или прощания. 20 фигур выстроились в ряд, а напротив несколько непонятных существ с сияющими шлемами. На другом наскальном рисунке мы видим два существа, как будто в защитных костюмах, а над их головами чудесное свечение. Кроме того, четко видно, что в руках они держат какие-то странные предметы. Такие изображения пришельцев можно видеть почти во всех пещерах Долины Богов. Одни ученые предполагают, что это ритуальное изображение богов, а кто-то называет их пришельцами из космоса. Изображение загадочных существ в пустыне Сахара. На самом жарком континенте планеты тоже полно загадочных петроглифов. В Алжире, в пустыне Сахара, есть горное плато Тассили-Наджер. Пещеры этого каменного леса сохранили древнейшие наскальные рисунки еще с тех времен, когда Сахара не была пустыней. Этим произведениям искусства древности больше 12 тысяч лет. Археологи обнаружили их в начале 20 века, в 1910 году. Сюжеты этих картин и рассказали нам, что здесь не всегда была жаркая пустыня, а был здесь когда-то богатый и разнообразный мир живой природы. Но главное, что здесь есть картины, которые до сих пор вызывают у ученых недоумение. Одни ученые выдвинули версию, что людям в те времена были знакомы галлюциногенные вещества, так как на картинах нарисованы невероятные танцующие сказочные герои. Другие предполагают, что это изображены пришельцы, третьи думают, что это боги. Спор ученых еще не закончен. Кстати, похожих богов или пришельцев в пещерах больше 100, и этим петроглифам приблизительно 5000 лет. А еще есть в Сахаре странная пещера. На ее стенах рисунки плавающих людей. Откуда взялись пловцы, если кругом пески? Значит, тогда их не было. Значит, когда-то в этой мертвой пустыне были водоемы, в которых плавали люди. Ученые подсчитали, этим рисункам в пещере пловцов примерно 8000 лет. Наскальные рисунки аборигенов Австралии. Изображения непонятных существ нашли даже в Австралии, которая находится так далеко от всех континентов планеты. На плато Кимберли около 100 тысяч наскальных рисунков. Предполагается, что их создали древние аборигены. Эти петроглифы тоже рассказывают о богах или инопланетных пришельцах с удлиненным туловищем и ореолом лучей вокруг головы. Изучая отдельные петроглифы, археологи ломают голову, почему у странных существ на скалах нет ртов, почему они одеты в космический шлем. Еще одна загадка – белые лица богов. В Австралии в то время не было белых людей. Древние художники просто не могли видеть, какие только не выдвигались версии. Некоторые ученые говорили, что первобытные аборигены рисовали без ртов неандертальцев, потому что те не умели говорить. Любители фантастики считали, что это инопланетяне, прилетевшие на Землю. Местные жители объясняли отсутствие ртов тем, что богам для общения не нужна речь. Но интереснее всего была легенда, которую аборигены передавали из поколения в поколение. Австралийские фрески были обнаружены в конце XIX века. А ученые все еще спорят, сколько же лет этим петроглифам. Дело в том, что прошлое аборигенов окутано тайной, но найденные наскальные рисунки указывают на то, что это случилось около 50 тысяч лет назад. Онежские петроглифы. Не так уж и далеко от Санкт-Петербурга, на берегу Онежского озера. И здесь есть наскальные рисунки с загадочными или мистическими существами. На нескольких мысах, из которых самый известный, Бесов нос, сохранилось больше 1000 петроглифов. Размеры мистических существ на скалах от крошечных до 4-метровых. А еще огромные лебеди с очень-очень длинными шеями, хотя, кто знает, может, это и не лебеди, а нечто неразгаданное. Самый знаменитый петроглиф – Бес, длиной 2,5 метра. Это мистическое чудо рассекает огромная трещина, разделив рисунок ровно на 2 части. Местные говорят, что это щель в потусторонний мир. В радиусе километра от этого беса часто перестает работать телефон и навигация, на часах время или убегает вперед, или наоборот, останавливается. Никто, даже ученые, не могут объяснить, с чем связана такая аномалия. Сверху древнее изображение покрыто православным крестом. Скорее всего, его выдолбили монахи местного монастыря в XV или XVI веке, чтобы остановить дьявольскую силу. Наскальные рисунки Египта, Турции.
Мы в Египте. Египетские пирамиды веками завораживают все человечество своей величиной. Они хранят тайны прошлого, которые до сих пор не разгаданы. В 2005 году археолог из Италии обнаружил странные наскальные рисунки. Он молчал о них много лет, не понимая, как их объяснить, и только в 2016 заявил, что на рисунках изображена сцена Рождества с хлевом и младенцем в яслях. Но дело в том, что возраст этого наскального рисунка приблизительно 5000 лет. Получается, что этот петроглиф был создан за 3000 до рождения Христа. Как такое может быть? А знаете, когда нарисовали первый смайлик? Чтобы это выяснить, заглянем в Турцию. В 2017 году там был обнаружен самый древний смайлик. Его нашли при раскопках в городе Каркамыш. Он нарисован на поверхности глиняного кувшина, который был изготовлен почти 4000 лет назад. Может быть, кто-то решил сделать подарок соседу, налил в кувшин вино и нацарапал смайлик, чтобы было веселее пить. Пещера Нио во Франции. Эти пещеры туристы посещали с 17 века. И никто не догадывался, что там есть шедевры наскальной живописи. Ученым эта пещера была неинтересна до определенного момента. Однажды один французский капитан в 1906 году решил составить план пещеры и случайно обнаружил наскальные рисунки животных, которые находились в 800 метрах от входа. Через 19 лет в пещере нашли еще одно место с петроглифами. А еще через 45 лет обнаружили третий зал с древними изображениями. Вы можете себе представить размеры этих пещер. Сколько десятков лет люди не могли наткнуться на третий зал с наскальными рисунками. Оказалось, что французским петроглифам больше 10 тысяч лет. Многие рисунки не разгаданы учеными до сих пор. А один рисунок приводит в недоумение и простых туристов, и ученых. Потому что выглядит он как космический корабль, как летающая инопланетная тарелка. Как могли знать древние люди, как выглядит космический корабль, Солнечная система на острове Пинос. Если пришельцев первобытные люди рисовали часто, то звездная вселенная встречается в наскальных рисунках очень редко. Ведь первобытный человек, который мог увидеть инопланетян, не знал, что Земля круглая. Поэтому еще одна необыкновенная находка оказалась необъяснимой. В центре пещеры на острове Пинос, недалеко от Кубы, найдены петроглифы, окружности красного и черного цвета, которые нарисованы так точно, как будто их рисовали циркулем, очень похожие на космическую карту. Однажды немецкий ученый заметил, что в день весеннего равноденствия, 22 марта, солнечный луч, пройдя сквозь одно из 7 отверстий в своде пещеры, попал точно в центр круглого камня. Изучая этот феномен, ученые предположили, что это древняя астрономическая обсерватория, а один из наскальных рисунков — это Солнечная система с изображением 8 планет с самыми крупными спутниками. Слева в нижней части виден странный объект, а справа нарисована красная стрела с 2 наконечниками. Кто же создал каменный планетарий? Ученые предполагают, что вероятнее всего эти рисунки сделали первые жители острова эпохи Палеолита, древнейшие поселения индейцев. Петроглифы на острове Пинос отличаются от всех когда-либо найденных наскальных рисунков. Они не имеют аналогов, ведь большинство петроглифов в Кубинской пещере — это геометрические сюжеты, кольца, концентрические спирали, ромбы и квадраты. Ученые до сих пор ломают голову. Что это? Затерянная Атлантида, визит пришельцев или исчезнувшая цивилизация? Исследования петроглифов продолжаются. Многое остается непонятным и неизученным. Наши предки контактировали с инопланетянами. Но тогда почему пришельцы не идут на контакт с нами сейчас? Многое шокирует не только обычных людей, но и ученых. Будут ли когда-нибудь получены ответы на эти вопросы? И будут ли раскрыты тайны наскальных рисунков? Время покажет. А если вы любознательны и любите искать что-то новое, то у вас есть прекрасная возможность погружаться в поиски неизвестных фактов, как только вы станете сценаристом в нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота. Ссылка в описании.